Всем привет, друзья! Сегодня будем делать вот такой декор для детского тортика. Покажем процесс создания мастичных фигурок, приготовим сами карамель для леденцов, а также покажем, как крепить мастичные элементы на торт и полный процесс декорирования. Для того, чтобы сделать такие фигурки, мы распечатали подходящие нам картинки и будем использовать их как трафарет. Для такого декора, как у нас, лучше будет использовать мастику Top Decor, так как она застывает в камень, и для таких фигурок это будет идеально. К сожалению, в наличии топ-декора сейчас нету, поэтому будем делать вот из такой мастики. Сладкий шелк также подсохнет, но не так хорошо, как хотелось бы. Вырезаем шаблоны по краю. Пока откладываем их в сторонку и начинаем окрашивать мастику. Сразу окрасим в желтый цвет, и чтобы добиться красивого теплого оттенка, мы добавим совсем капельку красного. Для мастики используем обычные гелевые водорастворимые красители. Также нам понадобится черный цвет, но для того, чтобы добиться яркого черного цвета, нужно использовать достаточно много красителя. И за счет этого мастика будет очень сильно размягчаться. Уже на данном этапе она сильно мягкая, а до ярко-черного цвета нам еще далеко, поэтому решили оставить ее в таком оттенке, а уже потом при приготовлении композиции, если будем видеть, что недостаточно цвета, просто поверху прокрасим черным красителем. Для вырезания элементов из мастики и другого декора, который требует работы с ножом, мы приобрели коврик, который не травмируется, и работать с таким ковриком очень удобно. Перед тем, как приступать к работе, обязательно его протираем. Мы это делаем спиртом и сухой салфеткой. Как только поверхность высохла, наносим немного кукурузного крахмала. С мастикой лучше всего работать пластиковыми скалками, так как к деревянным она будет прилипать. Вот такие скалки мы сделали самостоятельно из труб, которые купили в строительном магазине, и затем нарезали нужные нам длины. Они идеально гладкие и прекрасно подходят, так что совсем не обязательно покупать дорогие скалки специально для мастики. Раскатываем до толщины примерно 3 мм и еще раз припыляем мукой. Начинаем вырезать. Мы сейчас берем вот такую силиконовую палочку и разравниваем ей края. Остатки мастики закручиваем в пакет, так как если мы ее оставим просто на столе, она начнет покрываться корочкой. Для того, чтобы добавить объема, эскиз экскаватора разрежем на части по элементам и затем будем вырезать дополнительные детали по краям частей эскиза. Теперь поверхность мастики смазываем спиртом, разведенным с водой. Также можно вместо спирта брать водку. Сейчас образуется липкий слой, и на него будем клеить поочередно мастичные элементы. Это придаст объем картинке. Далее вырезаем окошко из бумаги, раскатываем белую мастику и по краю вырезаем окно. И также промазываем, чтобы образовался липкий слой. Теперь будем вырезать гусеницы экскаватора. Также по контуру вырезали основание из желтой мастики, а теперь при помощи формочки вырезаем из черной мастики вот такие элементы. Теперь при помощи такого инструмента, как экструдер, будем делать тонкие веревочки. Он работает как шприц. Внутрь мы вложили небольшой кусочек мастики, а теперь крутим рукоятку, и мастика выдавливается через отверстие. Это очень полезный инструмент для каждого кондитера, так как сделать вручную такие тонкие, идентично ровные веревочки не получится. Делаем контур у окошка.
Вот такой элемент декора для торта получился. Теперь нужно, чтобы он хорошо подсох. Для этого можно оставить его при комнатной температуре просто на столе на несколько часов. А также для ускорения процесса можно положить в сушилку для овощей, которые мы используем для сушки белковой глазури на пряниках. Трактор точно так же вырезаем из бумаги и по такой же технологии делаем остальные элементы. Сейчас мы вставим шпажки, так как трактор будет стоять на торте. Изначально мы забыли их вставить в мастику при раскатке, поэтому делаем это сейчас. Промазываем, чтобы получился липкий слой, и вот так втапливаем шпажки в мастику. Рельеф на колесах будем делать при помощи вот такой формочки. Также можно вырезать ножом или чем-то другим подручным. Промазываем основание водой со спиртом и приклеим вырезанное колесо. На данном этапе мы заметили, что шпажки отпечатываются, и на поверхность колеса дополнительно приклеили еще один кружок из мастики. А сейчас уже клеим колесо, и так шпажка не видна на поверхности. Данный элемент нужно обязательно посушить, чтобы мастика перестала быть мягкой. Для этого также можно оставить на столе при комнатной температуре на несколько часов, либо отправить в сушилку. А пока выровняем торт. Он у нас собран около 10 часов назад, хорошо охладился, пропитался, и теперь мы можем его выравнивать. Выравниваем мы часто кремом чиз на сливочном масле, а о том, как готовить такой крем, уже есть видео на нашем канале, ссылку оставим в описании под данным роликом. У нас уже нанесен первый черновой слой, а верхний сейчас будем закрашивать в нежно-голубой цвет. Мы чаще всего используем вот такие красители. Для нужного нам оттенка смешаем голубой и синий оттенок. Перемешиваем красители сразу миксером, а затем вымешиваем лопаткой. Наносим крем при помощи кондитерского мешка, а затем выравниваем шпателем и лопаткой. Затем обязательно ставим торт на охлаждение минимум на полчаса, а после чего будем декорировать. Для начала нужно подготовить весь оставшийся декор. Сейчас будем готовить леденцы. У нас здесь 110 грамм сахара, 50 грамм глюкозного сиропа и 35 грамм воды. Включаем сразу большой нагрев, ждем пока масса закипит и сахар растворится. Теперь нагрев можно поставить на средний, а за счет того, что у нас будет несколько цветов леденцов и окрашивать их на конечном этапе варки, когда масса уже начнет загустевать, по отдельности будет неудобно. Поэтому сейчас можно часть сиропа отлить в отдельную кастрюльку и пока оставить ее в сторонку. Часть леденцов у нас будет чисто белого цвета. Добавляем порошкообразный белый краситель и размешиваем. Теперь варим карамель на среднем нагреве. Мы никогда не варим при помощи градусника, но сейчас для эксперимента решили все же вам показать, какая должна быть температура у вареной карамели. Мы всегда ориентировались на треск карамели при опускании ее в холодную воду. Карамель будет готова тогда, когда при опускании шпажки в воду вы услышите характерный треск. Такой звук напоминает трескание льда. И как только вы достанете из воды шпажку с карамелью, она практически сразу станет твердой. Если вы опускаете карамель в воду и она у вас не издает хруст, значит еще не готова и нужно дополнительно еще проварить. Но будьте внимательны, так как карамель можно легко переварить. Она быстро приобретает желтый оттенок и закрасить ее потом белым или нежно-розовым цветом в таком случае не получится. Поэтому как только видите крупные пузыри при кипении, сразу начинайте проверять готовность. У нас карамель уже затрещала, и для интереса мы замерили температуру. На нашем термометре показывает 155 градусов. Нагрев мы отключили. Сейчас нужно дать буквально минутку постоять, чтобы температура немного упала и масса перестала кипеть.
Если заливать леденцы горячей массой на силиконовый коврик, то они начнут расплываться и получатся некрасивыми. У нас карамель постояла меньше минуты, и за счет того, что массы совсем мало, она начала быстро загустевать. И вот такая она стала. Мы раньше делали леденцы на обычном силиконовом коврике, сейчас приобрели фигурные формы. Нам нужно 2 леденца белого цвета. Вставляем шпажку, и так как силиконовая форма высоковатая, а для того, чтобы шпажка застыла не под наклоном, мы под нижнюю часть что-то всегда подкладываем. Пока карамель еще не застыла, добавляем сахарные бусинки. А теперь приступим к приготовлению других леденцов. Они у нас будут желтые и оранжевые. Мы изначально планировали варить леденцы иного цвета в другой кастрюльке, так как хотели часть сделать прозрачной. Но еще раз перечитали переписку с клиентом и увидели просьбу заказчика о матовых леденцах, только разных цветов. Поэтому часть сиропа, которую мы отливали, возвращаем обратно. А вот если бы нам нужны были леденцы прозрачные, тогда бы мы их варили уже в отдельной кастрюльке, так как именно добавление белого красителя и дает непрозрачный эффект леденцам. Окрашиваем сироп сразу в нежно-желтый цвет обычным гелевым водорастворимым красителем. Карамель очень легко закрашивается, поэтому с красителем нужно аккуратно и добавлять совсем по чуть-чуть, так как очень легко переборщить. Как только желтый краситель хорошо растворился и масса приобрела нужный нам оттенок, часть от нее отправляем в кастрюльку, так как потом будем еще закрашивать в другой цвет. И теперь точно так же нужно уварить карамель до состояния хруста. Если бы мы делали леденцы из изомальта, то не нужно было бы переливать его сейчас в различные кастрюльки, так как он достаточно долго не застывает и работать с ним удобнее. И можно закрашивать массу поочередно уже в готовой уваренной карамели. Но самостоятельно сваренная карамель загустевает и застывает намного быстрее, чем изомальт. И закрашивать уже потом загустевшую карамель в другой нужный нам оттенок будет очень неудобно. Поэтому мы переливаем часть в другую кастрюльку, чтобы потом спокойно закрасить ее в нужный оттенок. Данная порция уже уварилась, при опускании шпажки в воду она хрустит, а визуально на карамели при варке можно увидеть вот такие крупные, медленно кипящие пузыри. Теперь даем постоять буквально полминутки без нагрева и начинаем заливать уже вот в такие формочки. Теперь к оставшейся части неуваренного сиропа добавляем немного красного красителя, чтобы получился оранжевый цвет. И увариваем точно так же. Если данная карамель у вас застыла, плавить ее потом повторно нельзя, так как изделия получаются не блестящие и шероховатые. И еще готовые изделия из карамели боятся влаги, и готовить их заранее не нужно, так как они станут липкими и приобретут матовость, особенно если на вашей кухне влажный воздух. Поэтому мы готовим всегда непосредственно перед декорированием торта. Также заливаем дополнительные леденцы в формочки. Пока они застывают, начнем готовить цифру из шоколадной глазури, которую мы сейчас закрасим. Закрашиваем жирорастворимыми порошкообразными красителями. Любой шоколадный декор нужно обязательно темперировать, а делать это для такого маленького объема считаем нецелесообразным, поэтому используем качественную шоколадную глазурь, а глазурь не нуждается в темперировании. Мы ее уже закрасили, силиконовую форму очищаем при помощи спирта и заливаем нужную цифру. Дополнительно ставим шпажку и оставляем на столе или отправляем в холодильник для застывания. Торт охладился, теперь очищаем подложку сухой салфеткой и начинаем украшать. Колесами трактора не прикасаемся к поверхности крема, так как у нас крем-чиз, а он достаточно влажный и без изоляции шоколада мастика быстро потечет. А вот шоколадные элементы можно спокойно прислонять к крему. Поверхность экскаватора будем прислонять к торту, поэтому мы ее промазываем немного шоколадом или белой шоколадной глазурью, которая также служит в качестве клея.
То же самое делаем со всеми мастичными элементами, которые будут прислоняться к крему. Если мы приклеим мастику к крему чиз без изолирования ее шоколадом, она начнет размягчаться и таять. Леденцы вставляем в торт, если нужно, укорачиваем шпажки. Дополнительно добавляем бусинки, и наш торт готов. Отправляем его в холодильник на охлаждение перед доставкой, а затем упаковываем вот в такие коробочки. Готовый вес данного торта получился 2,5 килограмма. Наше видео подошло к концу. Будем очень рады вашим комментариям и лайкам. А тот, кто еще не подписан на наш канал, заходите к нам в гости и знакомьтесь с множеством полезных роликов. С вами была студия кондитерского искусства «Сестры». До новых встреч в будущих роликах.